Всем большой привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой сладкий канал Lydia Sweets. Хочу с вами сегодня поделиться рецептом очень вкусного и нежного тортика «Молочный ломтик». Готовится проще простого, но поверьте, какой он нежный. Уверена, что он вам очень понравится и вашим гостям, поэтому обязательно сохраняйте рецепт и приготовьте. Для приготовления нам понадобится 5 яиц, разбиваем их в глубокую миску и добавляем 200 граммов сахарного песка. Взбиваем с помощью миксера буквально 10 минут до устойчивой светлой пышной массы. Затем добавляем 70 мл растительного масла, у меня кукурузное, без запаха, 100 мл теплого молока комнатной температуры. Можете также по вкусу добавить щепотку соли для баланса вкуса и также взбиваем до однородности. Затем добавляем сухие ингредиенты: 160 граммов пшеничной муки, 30 граммов какао и пакетик разрыхлителя, то есть примерно 12 граммов. Просеиваем через сито и также смешиваем миксером пару минут до однородности. И затем собираем со стенок миски массу и смешиваем лопаточкой до однородности. На этом этапе уже вы можете включить духовку, чтобы она разогревалась при 180 градусов, и подготовим разъемную форму для выпекания. У меня форма 16 сантиметров диаметром, выстилала на дно пергаментную бумагу и смазываем растительным маслом. Выкладываем массу теста и отправляем в духовку выпекаться при 180 градусов примерно 5 минут. После убавляем до 175 градусов и выпекаем до готовности. Готовность проверяем с помощью шпажки либо зубочистки, она должна быть абсолютно сухой. Дадим готовому бисквиту остыть буквально 10 минут в форме, и после уже можно освобождать от формы, дать ему также полностью остыть и разрезать на 4 одинаковых коржа. Бисквит получается очень нежный и невероятно воздушный. Тем временем пока подготовим необходимые ингредиенты для крема. 15 граммов желатина смешиваем с 60 мл воды, дадим ему полностью набухнуть. И в глубокую миску отдельно выкладываем 600 граммов сливочного сыра. У меня Филадельфия, можете использовать маскарпоне. 200 граммов сгущенного молока. И затем сейчас взбиваем миксером до однородности буквально 5-6 минут. Затем добавляем 200 мл холодных сливок. Снова взбиваем до однородности. Масса должна получиться достаточно воздушная. Хорошо держать форму должен крем и должны оставаться следы после венчиков. Также у меня уже желатин очень хорошо набух, на все ушло буквально 15 минут. Нужно нам его растопить до жидкой текстуры, главное его не перегреть, иначе он потеряет свои свойства. Добавляем 2 столовые ложки от общей массы крема к желатину. Это делается для того, чтобы сравнять и уравнять температуру, чтобы у нас в дальнейшем крем не расслоился. Смешиваем до однородности, добавляем крему, быстренько все перемешиваем и сейчас будем собирать торт. Также можете взбить крем до однородности с помощью миксера, либо смешать лопаткой. Также подготовим пропитку. Для нее нам понадобится 40 граммов меда, смешиваем с 80 миллилитрами воды. Все хорошо смешиваем до однородности. Пропитка готова. Разъемную форму, в которой я выпекала бисквит, я ее промыла, очистила, высушила, выстилаю пергаментной бумагой на дно и по краям формы. Выкладываем первый корж, пропитываю его пропиткой из меда, выкладываем крем, разравниваем и так проделываем с каждым коржом. Собираем торт. Крем будет достаточно быстро стабилизироваться за счет желатина, поэтому нужно его собирать достаточно активно. По желанию вы, конечно, можете добавить какую-либо ягоду между прослойками крема и коржей, но так как это классический молочный ломтик и по вкусу он должен напоминать именно его, ягоды в сам торт я не использую. Использую только сверху для украшения.
Этому торту будет достаточно пропитаться всего 5 часов в холодильнике. Конечно, лучше его отправить на ночь для стабилизации, на всю ночь. Выкладываем крем, перекрываем полностью поверхность торта, разравниваем ровным слоем и отправляем пока в холодильник для стабилизации. Можете как отправить его на всю ночь, либо можете отправить его на 1 час, освободить от разъемной формы и пергаментной бумаги. Остаток крема, если он у вас останется, вы можете смазать его по бокам. Если нет, то можете дополнительно взбить сливки и смазать его по краям, сделать такой черновой вариант. У меня он в холодильнике пролежал буквально 1 час. После я смазала его остатком крема, который у меня остался. Пока у меня еще этот остаток крема свежий, я измельчила верхушку, которую я срезала бисквитом, и начинаю обсыпать края. Также выкладываем для украшения половинки ягод малины. Тоже получается очень красиво, очень приятную придает кислинка малина и получается очень нарядно. Можете отправить в холодильник еще для стабилизации на несколько часов, либо на всю ночь. На утро уже вынимаем тортик из холодильника. Он получается очень красивый и нарядный. Для дополнительного эффекта вы можете еще посыпать сахарной пудрой и можно подавать на стол. Получается очень нежный тортик, безумно красивый, прекрасно держит форму. Поэтому я вам рекомендую обязательно сохранить рецепт, его приготовить. Уверена, что он вам очень понравится. Делитесь моими видео рецептами со своими друзьями и близкими. Уверена, что им они будут тоже очень полезны. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать выход нового рецепта. Я с вами не прощаюсь и до скорой встречи на моем канале Lydia Sweets. Пока-пока, друзья!